Этот день настал, и мне все-таки удалось сварить V60 с использованием 30 грамм кофе и 500 миллилитров воды. Для чего это нужно? Во-первых, для того, чтобы использовать меньше фильтров. Во-вторых, чтобы сразу для нескольких людей сварить кофе. Или, как это делаю я, наконец-то я могу варить сразу в термосервер и пить в течение дня, хотя 500 миллилитров для меня иногда маловато. Сервис засветил еще, давайте посмотрим на кофе, что у нас сегодня, и потом перейдем к рецепту. С этим кофе я использовал рецепт 91 градус и 15 щелчков, что очень-очень мало, потому что он довольно-таки кислый, у него фейхоа такой яркий получается. В данном случае я буду использовать 22 щелчка. Сейчас объясню почему, откуда эти цифры все взялись и как у нас получается варить такой объем кофе и почему у нас раньше это не получалось. Но перед тем, как начать, я рекомендую сделать очень важную вещь. Во-первых, ставить лайк этому видео просто можно не глядя, потому что это очень крутое видео. Этот рецепт вас просто изменит вашу жизнь. Обязательно нужно подписаться на канал и, конечно же, подписаться на Patreon. Всего лишь $1, а он вам сохранит множество таких фильтров, которые будут дороже, чем $1, если вы не будете использовать этот рецепт. Поэтому подписывайтесь на Patreon, чтобы я мог делать больше полезных видео и помогайте каналу развиваться, и вместе с ним развивайтесь. Итак, начнем с того, что у нас есть в воронке. У нас есть такие ребрышки, которые делают байпас, так называемый. И, возможно, поэтому у меня не удавалось заваривать кофе раньше, потому что слишком много воды уходило через фильтр, между фильтром и воронкой. То есть это для того, чтобы часть воды не застаивалась, а могла все-таки проходить, задумано, но если вы используете слишком большую дозировку, у вас слишком большое сопротивление у кофейной гущи и слишком большой слой, то есть 12 грамм у вас вот такой слой, 15 грамм примерно такой, 30 грамм у вас такой слой. Очень сложно в воде проникнуть через всю эту массу. Особенно, если вы будете использовать мелкий помол. Например, если бы я использовал 15 щелчков, у вас бы просто верхний слой смочился, и потом кофе протекал бы по фильтру и по воронке. То есть использовал бы максимально вот этот байпас. И проблема в том, что я думал в основном вливаниями, количеством вливаний, там, рецептом, чтобы вам все это удобно было повторять, чтобы там на 30-й секунде влейте там столько воды из центра там к стенкам или просто в центр. Но на самом деле прелесть этого метода в том, что мы используем лишь ориентиры и так называемые этапы, я их назвал. То есть у нас будет 3 этапа заваривания. Кстати, я хочу уже сразу поблагодарить Михаила за то, что он открыл мне глаза на то, что можно заваривать большие объемы кофе в воронке. И немножечко я посмотрел его технику. И на этой технике основывается это видео и мое размышления на тему, почему это работает и возможно ли, что оно будет работать. Короче, да, это работает, уже проверил, один раз сварил, и этого достаточно, потому что если один раз сварил успешно, значит это возможно. Ну и, конечно же, самое главное в этом видео я объясняю логику, почему у вас не заварился кофе и почему этот рецепт будет работать. И это самое важное, потому что в кофе нужно понимать какие-то глобальные штуки, а не просто понимать, что вот рецепт там влейте 50 грамм. Это не нужно понимать, вы должны чувствовать кофе и понимать, что происходит с ним, поэтому сейчас мы переходим к этапам. У нас тут есть заметочки. Итак, во-первых, мы держим кофе с небольшим слоем воды, для того, чтобы было небольшое давление, оказывалось, на кофейную поверхность, чтобы кофе не трамбовался, не создавал еще большего сопротивления для воды, и вода спокойно через него проходила. Еще это делается для того, чтобы кофе равномерно смачивался и вода проходила через всю поверхность. Еще одна причина, почему мы слой воды держим небольшим, чтобы у нас равномерность потока была одинаковой и не быстрой, чтобы вода успевала проводить экстракцию. Но это лишь моя теория, как оно там работает по факту я не знаю, но именно так я задумывал при разработке данной концепции. Или можно сказать утверждения, потому что она работала без меня и до меня и будет работать после. В общем, просто моя теория была такая, что в воде нужно время, чтобы провести экстракцию, и если будет протекать вода слишком быстро, высокий flow rate, а он будет, если у вас будет большое количество воды, ну, во-первых, байпас у вас будет, во-вторых, вода будет слишком быстро проходить через кофе, не успеваете доставать оттуда химические соединения, которые дают вкус кофе. Еще в этом варианте у нас будет минимальное количество перемешивания, и агрессивность вливания будет небольшой. Как можно ниже держите чайник, чтобы не делать тут турбулентность всякую. Нам это не нужно. Во-первых, так
по моей, опять же, теории, мелкие частицы будут мигрировать вниз, то есть они будут путешествовать, а не фильтроваться тем же слоем кофе. И они будут попадать в фильтр, забивать его, и, возможно, у вас остановится заваривание, и будет байпас через фильтр. И под конец у вас будет очень медленно протекать кофе, потому что все там уже забито, байпас уже невозможен, потому что верхняя часть фильтра уже забилась. И вот в этой области вода будет застаиваться и долго протекать, возможно. Поэтому основные принципы: небольшое давление равномерное, невысокий флоу и отсутствие перемешивания. И переходим к этапам. Это очень интересно. У нас есть всего лишь 3 этапа. Первый этап – это смачивание кофе. Так как здесь очень большой объем кофе, очень большой... Увы, сложно сделать руками, у меня не гнутся. Очень большой столб кофе. Нам нужно все это равномерно смочить водой. А, как вы знаете, вода очень не хочет туда проникать, потому что ей сложно это делать. Ей проще куда-то там через поверхность чуть-чуть верхнюю часть смочить и пойти по байпасу через фильтр и воронку. И для этого мы делаем смачивание 1 к 2 примерно. То есть я не смотрю на весы, когда я завариваю кофе. Есть всего лишь 2 момента, когда я смотрю на весы. Когда я оттариваю и нажимаю таймер, я смотрю, что все оттарилось, да. И потом я смотрю, когда финализирую уже под конец вливания делаю, сколько мне еще осталось вливать. То есть мы вообще не ориентируемся на вес, мы смотрим исключительно на воронку, что в ней происходит. Это наша главная концентрация. И финальный вес, чтобы не перелить, чтобы концентрацию нужно получить. Итак, мы заливаем воду, и кофе сам себя начинает смачивать. За счет того, что он начинает впитывать в себя частицы кофе в воду, они по чуть-чуть, вот как вы фильтр намочите, он по чуть-чуть начнет промокать. То же самое будет происходить с кофе. Поэтому дадим достаточно времени, чтобы кофе промок, можно так сказать, весь намок, чтобы он лучше участвовал в заваривании в дальнейшем. И все вливания мы будем начинать из центра, причем в центр лить довольно долго, а потом начинать спираль. Делается это опять же для того, чтобы больше кофе проходило через самую высокую часть в начале, а потом уже по краям. Второй этап заваривания: мы топим кофе. Наша задача, когда дегазация происходит, кофе начинает подниматься, частицы всплывают, и наша задача их протопить. И, как мы это видим, мы видим по цвету, начинает светлеть корка. И чем она светлее, значит, уже все зернышки погрузились. Поэтому мы делаем микровливание. Этот вообще способ заваривания такого объема кофе, да и в принципе другого можно тоже так заваривать, наверное. Такой объем кофе мы делаем микровливаниями, чтобы вот слой воды держать и затапливать кофе. То есть у нас, если мы зальем сразу 300 мл, кофе будет плавать, потом оно сядет на фильтре, будет все это неровно и неравномерная экстракция. Короче, все проблемы будут. А так мы держим кофейный слой очень ровным, и он равномерно участвует в заваривании. То есть наша задача на втором этапе сформировать ровную поверхность. Мы просто делаем вливание по спирали, ничего сложного, просто делаем это медленно и останавливаемся вовремя. То есть залили чуть-чуть, все, хватит. Кофе опустится, еще раз залили. И потом уже, когда мы видим, что кофе остается на своем месте, второй этап завершен. И начинается третий этап заваривания – поддержание уровня воды. Как это происходит, сейчас все увидите, но я расскажу. Вода будет опускаться до уровня зерен. Там еще будет достаточно воды, чтобы флоу-рейт оставался. И когда мы видим уже зерна, тогда мы заливаем чуть-чуть еще воды. То есть проводим спираль, примерно одну спираль, и чуть-чуть там по краям еще проводим, чтобы чуть-чуть уровень вырос. Что еще очень важно знать? Вам нужен правильный помол. Вы это подберете со временем. Вот поэтому это сложноватый рецепт, потому что вам нужно 4 минуты вливать, а потом вы понимаете, что помол чуть-чуть не тот, или температура воды не та, и у вас кофе там не доварился, например. Ну, не проблема. У меня 22 щелчка на команданте именно под этот кофе. Я напоминаю, что кофе бывает разный, и он по-разному себя ведет, у него разная плотность, по-разному он воду в себя вбирает. И самое главное, что этот рецепт сейчас на данный момент для свежего кофе, то есть до 30 дней с момента обжарки. Этот у меня 27 декабря обжарен, а сейчас 7, то есть он свежий. Почему так? Потому что у меня еще одна теория есть, которую я еще не проверил, потому что у меня сейчас нет старого кофе. Но будет старый кофе, проверю и сделаю еще одно видео.
Итак, как мы подбираем помол, чтобы вода нормально проходила, но при этом кофе успевал завариваться? То есть крупность помола подбираем по вкусу, по факту, если кофе тельный, не тельный. Короче, посмотрите рецепт 4 вливания по 50. Есть на канале рецепт этот, самый простой рецепт фильтр кофе. С него, в принципе, можно начать свой путь в кофе, потому что он наиболее простой. Ориентиры все там указаны. Просто ориентируйтесь по вкусу. Если там тельность маленькая, то меньше помол. И переходим, наверное, к очень важному моменту – температура воды. Потому что здесь она нетипичная. Для этого кофе я использовал воду 91 градус на 15 грамм кофе в рецепте. И при этом было 15 щелчков. Температура воды, как вы помните, она на скорость экстракции влияет. Чем выше температура, тем быстрее кофе отдает свои растворимые соединения в воду. И наша задача примерно на 5 градусов сделать корректировку по температуре воды. То есть, если вы заварили 91, делайте 96, к примеру. Ну, я сейчас буду заваривать 95, потому что у меня получилось, все вышло в балансе. Почему мы увеличиваем температуру воды по сравнению с другим рецептом для более мелкой закладки? Потому что у нас больше кофе, и он охладит воду. То есть, вы наливаете, и вот у вас холодный кофе, и он возьмет на себя всю эту температуру. И так как вливание у нас маленькое, у нас термическая масса небольшая, и она будет остывать. В общем, заливайте температуру погорячее. Плюс у вас рецепт займет примерно 4 минуты. И за это время вода даже в чайнике в таком охладится существенно, поэтому ничего страшного, заливайте горячую воду. Плюс, то есть вода будет остывать быстрее за счет того, что большая площадь контакта с воздухом. Погнали рецепт делать. У нас есть уже взвешенные баночки. А значит, я могу перевести в режим 3 весы, но не буду, ладно, сложу вручную. Закрепляем знания. Как вы видите, я справился одним измельчением, не меняя руку, потому что гиря все-таки спасает. Если у вас команданты, обязательно пользуйтесь гирей, тренируйтесь. Итак, у нас примерно 660 микрон. И еще один важный момент. Возможно, для вашей кофемолки не будет подходить этот метод, или как его назвать-то. Наверное, метод заваривания, да. Подход к завариванию. 30 грамм ровно. Почему так? Потому что, возможно, у вас будет слишком много мелких частиц. Поэтому, если кофемолка не очень, лучше заваривать меньше дозировку, потому что так у вас будет меньше вероятность забить фильтр и все такое. Приходится заполнять чайник полностью. Поэтому подписывайтесь на Patreon, чтобы я мог уже наконец-то себе взять электрический чайник и быстрее устанавливать температуру. У нас сейчас 95. И погнали на весы, я больше не смотрю. Я смотрю, что секундомер включился. То есть этого чайника уже впритык для такого объема. Я вижу, что кофе смочился. То есть он уже весь, вся поверхность промокла. И вот у нас 66 грамм. Примерно на 40 секунде я буду вливать, чтобы дать кофе нормально передать всю влагу. Дадим кофе чуть-чуть осесть. Следующим вливанием мы, по идее, уже затопим его полностью и перейдем к третьему этапу поддержания. Не, еще все-таки придется, потому что мы видим, зернышки остаются на поверхности. Вот, светлеет кофе, и, наверное, еще одно вливание потребуется для того, чтобы полностью затопить зернышки. То есть мы делаем одну спираль полную, и на этом заканчивается наше вливание, ждем следующего. Появляется кофе уже, видим его. Возможно, на камере не так видно, но я вижу, что уже поверхность кофе была.
И чайником топим частицы. В этом суть этого чайника, что мы можем точно все делать. Уже начался третий этап. У нас третий этап уже начался, как мы видим. Зерна не всплывают, у нас просто углекислый газ сверху скопился. И, как мы видим, кофе получается очень насыщенный. Появляются зерна, опять вливаем. И вот теперь я смотрю на весы, чтобы долить до нужного объема. Хотя с таким чайником вы просто можете вливать необходимое количество воды сразу. Тут чуть-чуть осталось. И у нас примерно на 4-й минуте завершится заваривание. То есть мы видим, что еще капельки капает. Там еще есть вода в воронке. Чтобы видно было. И на 4-й минуте я снимаю, чтобы там уже небольшое количество воды. Ровная поверхность, никаких рао спинов или Джеймс Хоффман спинов. Вообще ничего не нужно. И вот такой вот потрясающий у нас выходит кофе. Насыщенный, темный. Все как нужно. И я напоминаю, что можете подписаться на Patreon и поддерживать канал, потому что у меня этих теорий прям завались. Я могу даже про обжарку вам рассказать. Очень интересная тема. Так что подписывайтесь на канал, поддерживайте его, и будет больше крутых видосов. И напишите в комментариях, получился ли у вас реализация данного способа заваривания. Конечно, у вас может уйти там 120 грамм на настройку помола, но знаете, что 22 щелчка. Для этого кофе, можете взять этот кофе и его сварить. Вода у меня 200 ppm, фильтр уже подстарел. Но самое главное, что экстракция равномерная, поэтому с любой водой должно выйти. Если у вас линейка Брюлер есть, это примерно 660 микрон, так что можете пользоваться. Ну и вообще в идеале весь кофе настраивать по вкусу и никогда не смотреть на щелчки кого-то, кто заваривает, потому что у него другая вода, другая температура, другая температура в помещении. В общем, очень много факторов, которые влияют, поэтому щелчки не всегда помогают. Вот поэтому я не всегда вам пишу щелчки в комментариях. Просто знайте, что нужно по вкусу настраивать, а как это сделать, есть в другом видео. Ну, до новых встреч. Помните, кофе будет разный и все такое. И да, перелил я это все в сервер. И теперь у меня есть кофе на целый день. В этом прелесть этого способа.